Всем доброй ночи. Люди зачастую считают, что если их осудили за что-то, то это было несправедливо. Что даже если они в чем-то виноваты, то приговор был слишком суровый, слишком жестокий, и что они за все свои ошибки уже заплатили страданиями, переживаниями в жизни. Быть может, каждый человек в чем-то и прав. Ведь только он знает, чего ему стоило переступить закон. Только он знает, из-за чего он пришел к этому, к такой жизни. Только он знает, как он себя казнил или как он заплатил за все заранее. Но в любом случае закон суров, но он закон, говорили римляне. И незнание закона не освобождает от ответственности. Да и зачастую человек становится козлом отпущения, либо кому-то мешает, и нужно его убрать в сторону, закрыть в тюрьме, например. Иногда тюремный срок спасает жизнь человека. Закрывая его на время, скажем, можно его спасти от зависимости. И многие родители, отчаявшись, идут на этот шаг, думая, что хотя бы в казенном доме нет такой возможности приобрести эту гадость. И, может быть, человек выйдет из этого состояния и будет жить дальше. Ну, как бы там ни было, можно понять и человека, который попал за решетку, можно понять и того, кто его посадил туда. Можно понять и тех, кто их охраняет. Каждый выполняет ту функцию, которая возложена на него судьбой. От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Это не просто так сказано. На самом деле может и совершенно невиновный человек туда попасть. И, как говорят адвокаты, тяжелее всего защитить невиновного, потому что виноватый, он пользуется всеми уловками юриспруденции, чтобы выйти на свободу. Невиновный человек считает ниже своего достоинства себя защищать, доказывать что-либо, ведь он не виноват, и это очевидно. И поэтому невиновного намного тяжелее защитить. Он упрям, зачастую агрессивен, потому что когда тебя обвиняют в том, что ты не делал, это вызывает злость, ярость. Это можно понять, но это играет на руку его врагам и не в пользу ему самому. Я вам дарила большое количество работ, которые помогают, если не освободить, то хотя бы смягчить приговор. Выиграть суд от суда и судилища. Выиграть суд, причем для адвокатов в том числе там целый ряд заговоров. Хочу вам сказать, что многие люди из правоохранительных органов, юристы, следователи, я знаю многих из них, и многие из них ко мне обращались. Я иногда говорю вам, что мы как-то так пренебрежительно относимся к этим людям, а на самом деле среди них есть очень много хороших людей. Действительно, людей, которых система не испортила, и они способны на сострадание, понимание. Но, с другой стороны, давайте представим, что не было бы МВД, не было бы вообще никого, блюстителей закона. Что бы творилось в мире? Ведь многих людей от преступления останавливает только страх. И если не лезут к вам в карман, это не потому, что они боятся угрызений совести, а потому что везде есть камеры, а потому что есть закон, а потому что за это полагается срок. И многих людей удерживает только страх.
потерять свободу. Не более того. Был такой эксперимент, проведен в Германии, кажется, когда девушка согласилась на то, чтобы с ней делали все, что угодно. Перед этим подписала, что она никому из участников данной манипуляции, то есть не будет иметь никаких претензий. И положили рядом иглы, бритву, спицы. Сначала робко подходили люди, пытались там причинить как будто бы боль малую. Потом, когда поняли, что она звука не издает, начали резать ее в буквальном смысле, протыкать этими иглами и спицами. Когда все это закончилось, она сказала: теперь понимаете, к чему приводит безнаказанность толпы, когда толпа понимает, что никто не будет его наказывать за его деяния. Это приводит к бунту, к революциям. И данная свободу народу, то есть свобода, данная народу, не всегда используется во благо этому народу. И что большинство людей, если будут уверены в том, что их за это не посадят и не привлекут к ответственности, что они способны на чудовищные преступления. Поэтому, естественно, эти органы, пусть карательные, пусть такие, но они в любом случае нужны. Нужны, потому что правопорядок в государстве удерживается только таким образом. Другой момент, что зачастую невинные люди попадают за решетку. Или косвенно виноватые, предположим. Они попадают за решетку, и их жизнь поганится, портится. Молодые девушки так зарабатывают в сговоре с местными участковыми, например, едут на определенные вызовы или просто знакомятся с мужчинами в баре, в ресторане. Ну, подвыпивший мужик, у него уже заиграло, в нем сыграло ретевое, уже думает как бы не головой, а головкой. И начинается, извиняюсь за каламбур, начинается катавасия. То есть она проводит ночь с этим человеком, а на следующий день или посреди ночи вырываются участковый, еще кто-то там, и предъявляют этому человеку, что он применял насилие по отношению к девушке. Ну, одним словом, зарабатывает так деньги. Да, и человек может, например, оказаться за решеткой, если откажется платить, и если действительно это дело дальше пойдет. И вы представляете, какое клеймо на всю жизнь. И на зоне таких не любят. Правда, там, в отличие от нашего мира, их законы намного строже, и разбираются, там человек реально виноват или подставили. Ну, как бы там ни было, вы представьте всю свою жизнь, каждому доказывать и говорить, что это не так, я такого не делал, меня подставили. Понимаете? И вот как помочь и спасти человека? Как вытащить из такой ситуации? Я вытаскивала много людей. Буквально недавно тоже из Германии, если я не ошибаюсь. Тоже вот такая ситуация. Бывшая девушка обвинила его в этом. И, собственно, его хотели посадить. Но не посадили по этой статье, а дали условно за применение там силы. Одним словом, якобы он хотел ее избить. Смягчили это все. Но ему светил реально большой срок. И после проведения ритуала, собственно, он вышел на свободу. Но я дарила вам ритуалы, которые вы можете сами проводить. Это вам поможет. Зачастую люди приходят, и мне нужно назначить им консультацию, чтобы понять, что у них происходит, почему у них там суды постоянные. Есть порчи, знаете, есть, например, порча на два суда. Да, порча на два суда называется, и две тюрьмы, извиняюсь, неправильно сказала. И после этого
У человека вся жизнь наперекосяк. Он два раза друг за другом, прям 2 раза подряд садится в тюрьму за незначительные какие-то преступления, а потом тюрьма затягивает и не пускает. Энергия тюрьмы очень опасная. Если человек один раз попался, то обязательно рано или поздно это повернется снова к нему, снова вернется, снова его затянет в этот круговорот. Поэтому нужно избегать любыми способами вообще получать срок, хоть малый. У меня спросят, а что если человек заслужил, а вы его из тюрьмы спасаете? Вы знаете, я сопоставляю. Если человек виноват в малом, но ему хотят применить наказание по полной программе, как за очень страшное преступление, конечно, нужно человеку помочь. Если человек виноват в определенных преступлениях, которые прощать нельзя, не буду сейчас перечислять, я даже не возьму за это. Я ведь прекрасно вижу, человек виноват или нет, и в какой степени он виноват. Может, он глупый просто, дурачок. Вот захотел раз в жизни пойти налево, изменить жене и попался в такой вот, на такой крючок. Да, он глуп, взять бы и наказать его, но с другой стороны понимаешь, что на самом деле его вина только в том, что он изменил жене. И за это он уже получил и развод, и позор. Он уже наказан, он уже равносильное получил наказание, и достаточно с него. Все остальное надо с него снять и вытащить его из этого ада, куда он сам себя загнал. То есть я, естественно, вижу, кому надо помогать, а кто недостоин этого. Но каждый имеет право начать новую жизнь, получить шанс, если его преступление не выходит за рамки, скажем так, человечности, да? Ну, все что угодно. Подрались пьяные, что-то там не поделили, кого-то побили. Да, нехорошие вещи, конечно. Но все-таки это не тот человек, который просто опасен для общества. И, ну, одно дело серийник, другое дело, когда человек просто по малолетке подрался с кем-то. Понимаете? Когда он попадает в тюрьму, там он сидит уже с матерыми преступниками, они его учат многому. И он выходит оттуда уже имея навыки криминального мира. Так что ни одна тюрьма никого не перевоспитала. Но есть звери, которые должны сидеть в клетке. Согласна. Есть зверье, которые никогда в жизни не должны выйти в мир людей. И это согласна. И высшая мера в советское время применялась. Правда, очень много и невинных пошли под откос, поэтому и как бы и мораторий на смертную казнь. Но с некоторыми все-таки не хочется церемониться и кормить их за свои налоги, понимаете? И вы знаете, какие страшные преступления последние годы совершались. Вот это те, которые не имеют никакого права на жизнь. Просто у них нет права на жизнь. Но они живут. И мы их кормим. Теперь. Этот ритуал делается только с позволения практика. Я уже говорила, что если человек приходит, лучше, конечно, посмотреть, из-за чего и по какой причине у него в жизни это случается. Но бывают моменты, когда человеку некогда ждать вообще. Его нужно вот сейчас, сегодня вытащить из зала суда. Вот прямо сейчас у него начинается это все. И он просто приходит с просьбой помочь выиграть суд, помочь не получить срок или не потерять имущество. Вот ему сейчас вот это надо. А потом уже по другим проблемам он к вам обратится после. Ну, если человек именно с такой просьбой приходит, и вы понимаете, что время упускать нельзя, что нужно в данный момент помочь выиграть суд, если у вас есть желание, вы помогаете. Смотря насколько это трудное решение, трудная задача. Если это такой тяжелый случай,
то плата за эту работу должна быть соответственна. Практику оплачивают один раз. Те, которые вас крутят, вертят, что опять кто-то вам чего-то навел куда-то, это аферисты. Практик берет плату один раз и исправляет вашу ситуацию или вашу жизнь. Несколько раз практики не берут. Другое дело, если вы через некоторое время придете, например, попросите что-либо там для вас провести на удачу, на что-то еще, да, это дополнительно, просто вы хотите в данный момент еще что-то получить. Но именно работа, имеется в виду исправление судьбы и чистка, она оплачивается один раз. Это, к слову, этот ритуал может провести только человек согласия практикующего и с участием практикующего, то есть с участием ведьмы или колдуна, кому вы пойдете. Ой, извиняюсь, сейчас успокою и продолжим. Итак, обращается человек к практику с просьбой выиграть суд. Читать этот заговор должен тот человек, который хочет выиграть суд. Если он уже сидит, то можно попробовать, конечно, провести матери, потому что она будет ходить в суд, но получится 70%. Метод, проверенный веками, метод заговор мой. Но метод на веревку проверенный веками, поэтому он сработает обязательно. Естественно, закрепленный заговором. Просто веревка это ни о чем. Смотрите, я провожу первую часть работы. И вторую часть говорю, чтобы провели люди сами. То есть человек сам должен провести. Когда суд выигран, человек должен в течение 40 дней оплатить мою работу. Если там за мелкое хулиганство, естественно, плата намного меньше. Если человеку грозит чуть ли не полвека, естественно, плата больше. И это потому, что мы теряем очень много энергии. Деньги – это энергия. Люди работают, отдают свою жизненную силу, получают деньги. Эти деньги относят, за эти деньги что-то покупают, что-то оплачивают. То есть они отдают свою энергию взамен на энергию другую. Вот, предположим, идут к парикмахеру. Парикмахер стрижет волосы, красит, делает прическу, тратит время, силы, энергию. И ты те деньги, которые зарабатываешь своей энергией, своей силой, отдаешь парикмахеру. Расплачиваешься с ним. Энергообмен происходит. Если ты не делаешь энергообмен, то ты платишь в другом месте, по-другому. Есть, конечно, работы, в которых нет откупа. И я уже говорила, почему. Потому что вы там платите энергией своей радости. Вы радуетесь. Мы обращаемся к разным силам, к разным духам. Эти силы по-разному берут откуп. Там, где нужно, скажем, алкоголь, благовоние, это сила земли, значит, нужно платить таким образом. Там, где нужно платить деньгами, оставить мелочь, это тоже содержит энергию, денежную энергию. Оставляете денежную силу. Там, где вы платите энергией вашей радости, вот вы начитали, получилось у вас, и вот это эмоциональный вот этот вот всплеск, вы отдаете какую-то часть радостной энергии этим силам. Каждая сила просит свой откуп. В этой работе замешаны темные силы. И поэтому эта работа обязательно оплачивается мастеру, который вам эту работу проводит. По сути, половина этой работы делается вами, другая половина ведьмой. Оплачивается только по факту в этой работе. Только тогда, когда суд выигран. Если суд выигран, значит, силы посчитали нужным помочь этому человеку. И они дали вам право
брать плату за этот труд. Если не посчитали помочь, что может, изредка случается, очень редко. Сказать, что никогда такого не было, это означало бы врать, потому что в каждой работе есть какой-то процент, который не получается. Но чем старше ты становишься, тем опытнее, тем лучше ты берешься за эти работы или отказываешь, понимая, что ты не сможешь одолеть, тогда и претензий никаких нет. И в этой работе тоже претензий никаких быть не может. Итак, первую часть совершает ведьма, вторую часть совершает человек с веревкой, проводит манипуляции. Эту веревку носит в кармане, в сумке, пока суд идет. Когда суд заканчивается в его пользу, в течение 40 дней он должен расплатиться с ведьмой, оплатить за труд. Если он это не сделает, через некоторое время этот суд обновится, то есть возобновится по новой. И наверняка он уже пойдет по этапу, потому что силы не любят, когда их обманывают. Нельзя говорить, обещать, да, обязательно я все отдам, все оплачу, а потом от своих слов отказаться. Что-то Зена тут разбушевалась посреди ночи. Скажу, во-первых, что деньги, отданные за магию, возвращаются очень быстро. Оплата за магию возвращается в течение месяца, как правило. Силам нужны не ваши деньги, силам нужно видеть ваше уважение. Уважение к ним и к человеку, который их посредник. Второе. Если мироздание хочет вам помочь и спасти, то оно даст вам эту сумму и возможность. Кто-то скажет, вот у человека беда, судят, а он должен еще и платить и так далее. Если бы человек заболел, это была бы не его вина. Так случилось, судьба такая. Поэтому больным людям помогаем даром. Если человек натворил делов, если человек вследствие своей неправильной жизни попал в такую ситуацию, то никто не обязан за него решать эту проблему. Человек готов отдать адвокатам миллионы, но оплатить какую-то мизерную сумму, как откуп силам, он не желает. Ну, значит, это его выбор, и никто не обязан решать его проблемы просто так. Когда вы идете делать себе зубы, навряд ли вы говорите, что стоматолог пользуется вашей бедой. Вот у вас зубов нету, а он знает это и пользуется. Нет, это его работа. Он там использует материалы, он оплачивает налог и аренду, и поэтому он должен брать плату за свой труд. Согласны? Плата за труд и пользоваться бедой – это разные вещи. Итак, просто иногда приходят женщины, вот она приворожила своего мужа много лет назад, там его жена чуть не умерла из-за этого всего, он развелся, пришел к ней, потом у них любовь не получилась, он ушел, или к другой ушел, или вернулся назад, одним словом, и все сняли, теперь она умирает, и приходит, вот у меня беда, и вот вы пользуетесь. Нет. Эта беда не сама пришла, ты сама сделала это. То есть ты сделала то, что хотела, ты разрушила чужую семью, увела мужа, чуть не убила эту женщину. А когда тебе все это вернули, ты пришла, и кто-то тебе обязан все это снять просто так. Нет, ты должна платить за свою ошибку. Понимаете, о чем речь? Итак, срежьте 7, значит, то есть разрежьте на 7 частей черную нить шерстяную. Эти нитки разложите на алтарь. Касаясь каждой нити рукой, читайте заговор. Это первый этап. Начитали 7 раз заговор, то есть касаясь каждой нити по одному разу. Нужно завязать в узел один край.
этих веревок. Сверху начитать еще 7 раз. Потом начинаете плести косичку. То есть, по-разному, как у вас получится. Там плетенку делаете. И пока плетете, читайте 7 раз. Вот после этого завязывайте второй край этой нити. И опять читаете 7 раз. И эту нить носите с собой. Вы запутываете и морочите и судей, и прокуроров, и обвинительную сторону. То есть вот этими нитками вы просто запутали их всех. И не вы именно, а те силы, которые вы призываете. И еще раз говорю, самостоятельно, без разрешения ведьмы, вы эту работу делать не имеете права. Если вы сделаете, вам может и хуже стать. Может помочь, а потом плата будет жестче. Не лезьте туда, куда нельзя. Есть много работ, которые может совершить человек сам без моей помощи. Но есть работы, в которых он не имеет права лезть, пока я первую часть сама не проведу. Я надеюсь, что условия и прочее вам понятны. Не буду повторять много раз. Я заранее записала весь этот ритуал. Я включу 1 раз, то есть начитаю 1 раз. А вам нужно 7 раз, по 7 раз. То есть вы поняли. Это 4 этапа работа. Итак, поехали. Разложить на алтарь 7 черных нитей, шерстяных. Касаясь каждой нити, по 1 разу читать заговор. Морочить, крутить, вертеть, делить, кривить, путать, запутать, тяжбу тягать, судье рот затыкать, глаза закрывать, за горло хватать, память отнимать. 7 раз читать, после завязать концы веревок и снова читать 7 раз сверху. 7 бесов закружатся, над судьей ворон каркнет, сила темную судью путает, крутит и вертит, волком судья воет, а от страха трясется, речам внимает и ни черта не понимает. Начинаем плести косичку из этих 7 веревок. И в это время 7 раз читаем. 7 бесов соединятся. Бес со мной в дом казенный грянет, и всех там путать станет. Омороком туманным их окутает, их речи перепутает. 7 защитных кругов вокруг меня. 7 веревок для судьи петлей станет. 7 веревок судью по рукам и ногам свяжет, а обвинителя к столбу привяжет. В понедельник бес судью запутает, во вторник судью оморочит, в среду обвинителя, в среду обвинение развалит, в четверг казенные люди отстанут, в пятницу меня оправдают, в субботу обо мне забудут, в воскресенье победу праздновать буду. 7 раз прочитали, завязали и второй конец веревки в узел. И читайте снова 7 раз. 7 в одно сошлись. Всех запутали, а меня спасли. Оморочили, перебили волю противников. Уняли судью и прокурора. Из дома казенного меня освободили. Заклято. Веревку носить с собой во время всего процесса. Когда суд будет окончательно выигран, подождать 40 дней и веревку сжечь. Все.
Все остальное я вам объяснила и сказала. Всем удачи и всех благ.